На самом деле все очень просто. Чтобы сделать опенинг похожий на вот этот, или на этот, а может быть даже на вот этот, вам понадобится всего-то камера, любая, чем хуже, тем веселее, полный гардероб одежды, если нет, всегда есть секонд-хенд там, не знаю, а также любой видеоредактор. Начнем по порядку. Определитесь, зачем вам вообще снимать опенинг. Хорошо подумайте над этим вопросом. А когда вы поймете, что снимать его нужно только ради прикола, приступайте выбирать опенинг. Рекомендую выбирать свой любимый из своего любимого аниме, или не обязательно аниме. Короче, тот, который вы уже скорее всего знаете наизусть и можете спеть не хуже, чем вот этот чувак. Но даже после этого рано брать камеру и начинать пытаться что-то снять. Для начала стоит определиться с тем, как будут выглядеть ваши персонажи в опенинге, а также локации, фоны и всякое такое. Это будут полноценные косплеи, лоу-кост косплеи или закосы. Локации будут реальные места или просто похожие, а может быть и вообще вы все добавите на этапе монтажа. Но для этого я рекомендую вам приобрести хромакей. Если будете снимать видео подобного рода, поверьте, он вас еще не раз выручит. Но я им никогда не пользовался. Только тогда, когда вы определитесь, как будет выглядеть каждый ваш персонаж, только тогда приступайте снимать. Лично я никогда не парился по этому поводу. Как одеться как Джотара? Японская школьная форма, напоминающая плащ. Сойдет темная зимняя куртка и кепка, купленная в аниме-магазине. Главное, сохраните в косплее какую-то черту персонажа, чтобы он хотя бы просто узнавался. Определиться с косплеями важно сразу, иначе во время съемочного процесса начнется путаница и трата времени на подбор нужной одежды. А иногда и вовсе начнете забывать, как оделись на тот или иной закос. И будете одеваться каждый раз по-разному, а тогда уже точно никто не узнает ваших персонажей. Когда вы уже точно определитесь со своими косплеями, начните съемку. Снимать можно на что угодно. Если у вас нет профессиональной камеры, не беда, всегда есть телефон. А если у вашего телефона разбита камера, не страшно, ведь есть всегда фронталка. Ну а что, Fighting Gold я как раз так и снял, на фронталку. А делал я это вот так. Я включал опенинг, смотрел сцену, одевался в перса на сцене, включал камеру и пытался повторить действия в точности как в кадре. Не переживайте, если у вас нет актерского таланта, как у меня, и с первого раза у вас ни хрена не получится. Запишите несколько дублей и потом выберите наилучший из них и смонтируйте в видео. Лично я почти все свои видео снимал сам, без помощи. Только в редких случаях мне пригождалась рука моих друзей, ибо правда некоторые сцены снять по-другому ну просто не получается. Так что рекомендую вам тоже завести для опенинга друзей. Обычно я брал свой телефон, подставлял под него разные предметы, чтобы построить башню типа штатива импровизированного. И снимал себя. Дам совет, если у вас нет штатива, то лучше фиксировать камеру где-то на уровне пояса. Так камера всегда будет охватывать вас в полный рост, потому что так работает геометрия. Еще классно ставить камеру на подоконник. У меня дома он был на уровне пояса, а свет от окна всегда давал хорошее равномерное освещение. Будут случаться моменты, когда вы зададите вопрос: а как это снять? Да это же нереально снять. Да невозможно это снять. Такие моменты обязательно будут, но вы не переживайте. Нужно просто немного подумать, проявить креативность и снять с мыслью: Ладно, и так сойдет. Когда вы уже полностью отсняли весь материал, настало время его полностью смонтировать. Видеомонтажом можно заниматься в любой программе. Рекомендую ту, с которой вы хоть вскользь знакомы. Так вы потратите меньше времени на ее освоение. А если не умеете ни в какой, то попробуйте какие-нибудь популярные программы, на которых куча туториалов. Какие там программы? After Effects, Sony Vegas, Windows Movie Maker. Если честно, я и сам не знаю, в чем там сейчас модно видео делать. Лично я все монтировал в древнющем Vegas Pro 10. Его довольно легко освоить, а видео на YouTube по теме «Как сделать так, чтобы картинка сдвинулась вправо, а не влево» полным-полно. В послесловии хочу добавить, что создание такого рода видео всегда ресурсоемкий процесс,
и за один день вы вряд ли совсем справитесь. Попробуйте поставить себе такую цель и справиться с ней, к примеру, за 2 недели. За такой промежуток времени, часто даже меньше, обычно я и делал свои ролики. А теперь, когда я рассказал вам, как снять свой опенинг, я расскажу вам, кто я вообще такой и с чего начинал я. Меня зовут Влад. Родился я в городе Донецк, в Украине. В подростковом возрасте я любил делать всякие видеоприколы, снимать разные вайны и прочее. В 2018 году мой друг рассказал мне про Джоджо. Мне тогда это аниме очень понравилось. И всего за пару месяцев я посмотрел все 4 вышедших на тот момент сезона. Параллельно с тем, как я смотрел Джоджо, я иногда его озвучивал. И даже делал такую рода смешную озвучку Джоджо. Класс! Его кровь такая вкуснячая. Если бы из этой крови сделать хлебушек... Ай! Блять, блохи. Ай, сука. Зараза. Ай, бля. Ай, блять. Сука, надо купить Head and Shoulders, тогда их они пропадут. Кровь Джозефа. Отлично усваивается, она очень вкусная и пряная. Думаю, если добавить в хлеб, будет просто... Беле. Оказалось, что Джо Старый — это всего лишь инструмент меня. Дио. И да, я делал озвучку раньше, чем сами знаете кто. Однако моя озвучка народу не заходила. Но мне, честно говоря, просто было по приколу ее делать. Потому что мы ее делали с другом и очень сильно орали с нее. Однажды мы с моим другом смотрели 2-ю серию 5-го сезона Джоджо, когда он только-только выходил. Там показали Fighting Gold в первый раз. И я ему сказал: слышь, а прикинь повторить все, что там в опе, и снять на камеру. Друг мой ответил: братан, это сложно, понимаешь? У тебя ничего не выйдет. Ну и тогда я взял и за 5 дней снял вот это. Конечно, я это снял ради прикола, без каких-либо целей. Но залетело это видео очень хорошо. Настолько, что вылетело далеко за пределы ру-комьюнити, на Reddit, где меня долго обсуждали англоязычные любители аниме, а также потом перезаливали меня на YouTube, из-за чего до сих пор мне приходят вопросы в комментариях: а почему там раньше вышло видео, ты что, украл его? Нет, не украл. Мне понравился такой ажиотаж, и я снял еще несколько видосов, но вскоре они мне надоели и переставали приносить удовольствие от процесса. Поэтому делать я их стал очень редко, где-то раз в год или полгода, а иногда раз в 2 года. Просто потому, что много кто просит, но не потому, что мне этого хочется. Это очень муторный, сложный и времязатратный процесс, который к тому же до сих пор не приносит мне практически никакого дохода. За все время я так и не смог подключить монетизацию на YouTube, поэтому вот сколько я получил с YouTube. Разве что мне пара людей подписалась на Patreon, и я заработал на этом $50 за 2 года. Такие дела. Из-за этого я и хочу как-то сменить тематику своего канала, сменить свой контент, чтобы мне и интересно было, и выложить иногда можно было что-то. У меня на самом деле много увлечений. К примеру, те же озвучки. Там есть не только Джоджо, но и полнометражные мультфильмы. Или вот год тому назад я нарисовал свой комикс, который, возможно, в будущем продолжу делать. А сейчас я и вообще подался в разработку своей игры на движке RPG Maker, потому что, ну а почему бы и нет. У меня есть еще много того, о чем я могу рассказать в таком формате. И если вам понравился такой формат видео, типа видео подкаста, я не знаю как это назвать, где я делюсь своими мыслями, опытом, то я могу продолжить делать видео подобного рода. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, который называется Fruit Fox Studio. Ссылку на него я оставлю в описании. Там я пощу вообще все свое творчество, включая даже полный трэш. Подписывайтесь на мой Patreon или переходите по ссылке Donation Alerts, если хотите меня материально поддержать. В описании под видео я также оставлю ссылки на свою озвучку и комикс. Читайте, переходите, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и, разумеется, подписывайтесь.